В темноте я не заметил, что оставил капот открытым и шагнул в зияющую дыру моторного отсека. Такая вот шишка здоровенная. Ребята, вот 4 дня назад был вот этот удар, чуть-чуть пожелтело, здесь венки какие-то. Я заметил вот такую вот, и опухла нога чуть-чуть. В emergency room, что ли, идти? К врачу обращаться? No, God, please, no! Звонил в страховую компанию, сказал, что упал в люк, в темноте не разглядел. И сказали, что через час позвонят, запишут меня к доктору. Посмотрел доктор, говорит, все в порядке, нужно посмотреть сгустки крови, сделать УЗИ. 145 за сегодняшний визит. Здесь нет ультразвукового аппарата, меня направляют в другое место. Комната экстренной помощи, 24 часа, вот там вот Тесла стоит на зарядке. Единственное место в ряду стоянок для инвалидов, для электрических машин, которые находятся на зарядке. Тут все приятненько. Завели меня в палату. Вышла врач ко мне на стойку и говорит: ты когда обратно в Россию уезжаешь? Я говорю, через месяц. Она такая: ну они тут не гарантируют оплату процедур всех. А ты заплатишь, говорит? Как ты заплатишь? Мы с тобой гоняться в России не будем. Я такой: ну, вы можете прислать мне счет на мой адрес, где я здесь нахожусь, и ребята попросят. Она такая на меня смотрит. Такая смотрит. Мы, говорит, не будем гоняться за тобой, чтобы заставить тебя заплатить. Ну, в общем, я ее как-то убедил, что я заплачу, что я сказал, что у меня есть деньги. Но она еще говорит: я не хочу, чтобы ты ногу потерял. И поэтому я с тобой хочу работать. Когда я сплю, кровь уходит сюда. Когда я хожу, кровь уходит сюда, и деваться некуда. И наша задача сделать так, чтобы я не потерял ногу. Hello. Ну, раз уже тут поселился, у тебя весь день впереди. Well, what do you mean, like live here? В смысле поселился? Я тут не живу. Я живу в этой. Как ее там? Сейчас приду. Наверное, как же хорошо иметь вот реально хорошую страховку в Соединенных Штатах. Они здесь лечат, они выставляют счета потом. В первую очередь они лечат и спасают жизни и здоровье. Бог его знает, сколько все это стоит. Мне сделали прививку от столбняка. Мне сделали рентген ноги, ультразвуковое исследование всей ноги. И что интересно, они все приходят сюда. Я лежу в палате, я могу вообще ничего не делать. Они мне говорят: лежи только и вот просто не двигайся. Все эти аппараты мобильные, не надо никуда идти на рентген, не надо никуда бежать на УЗИ в какой-то там кабинет, стоять там в очереди. И вот такой пульт дали, сказали: лежи, не вставай, вот эта вот кнопка. Телек включить, а красная кнопка вызвать врача. Я уже проголодался давно, я попросил: есть какой-нибудь снэк? Она такая: ну что, чипсы или крекеры? И принесла мне здесь, я уже съел мед, арахисовое масло, 3 пачки с печеньем с таким, пудинг ванильный, желе из холодильника. Я нахожусь в палате. Уже 4 часа. Позвонил товарищу, американцу. Однажды он провел в палате 1,5 дня. Ему сделали, как и мне, рентген и УЗИ. Плюс этого еще исследовали работу сердца, чего мне не делали. 1,5 дня с едой и исследованиями стоили ему $24 000. Так что мне не остается ничего, кроме как наслаждаться. В общем, друзья, сейчас идет страшный ливень и дождь. Через 3 часа нахождения в палате, вон там вот в больнице я был, мне принесли результаты, сказали, что все с вами в порядке, сгустков крови нету, опасности заражения нету. Антибиотик прописали какой-то. Доктор говорит: узнай, где подешевле его купить. А заходит основная доктор, более главная, и говорит: вот напротив магазин Publix, вот этот вот, возле которого я сейчас нахожусь, бесплатно тебе этот антибиотик выдадут. Я подхожу в раздел аптека, даю свой рецепт, и мне за $0 баночка оранжевая с какими-то лекарствами. Сколько это все будет стоить, я не знаю, я надеюсь, страховая заплатит. Сама же врач сказала, что если ты будешь платить по своему долгу за лечение хотя бы $25 в месяц, у тебя с визой проблем не будет. Ты просто не забивай на этот счет, ты разговаривай, обсуждай. Можно рассрочку платить хоть по чуть-чуть. Мы находимся в городе Окичоби. Заехали на блошиный рынок. Очень тут по-испански все.
большой стоит гараж сейл. Далеко не всегда, наверное, они нужны людям. Вот брошку. Финиф. Сзади написано. Yeah, it's what, Russian hand-painted. Силуянов, 90-й год. Made in USSR. Where did it come from? Где взял? Oh, just buying jewelry at estate sales and different. Люди продали. Распродажа дома. Картина Поленова, Московский дворик. Вот здесь. Вот здесь встречаются вещи из России. Это кубинские банкноты. Вот это рынок дешевый. Вот это я понимаю. Не то, что тут органик рынок. За всю тарелку, да, $1. Хорошие цены. Лучок по 89. Well, it was nice meeting you guys. Было приятно увидеться. Come back next week. Еще будете в городе, милости просим. Спасибо. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time. Сегодня я прикинул, что переход до Северной Каролины, если я буду вообще один на всем пути, по каналам с якорными стоянками, займет около месяца грязного общего времени. Где-то будет неподходящий мне прилив, отлив, ну там где-то постоять, может, денек отдохнуть, потому что переход, обещает быть тяжелым. И увидев сегодня в парке на берегу канала перспективу канала, уходящего вдаль, и лодочку на якорной стоянке, которая там стояла, я беспокоился о том, что вообще смогу ли это все вынести. Смогу, конечно, и будет просто офигенно. Только надо как следует просто погонять двигатель. Просто не надо торопиться, реально не надо торопиться с запуском. Сегодня пришел механик и сказал, что там где-то что-то застряло в углублении для толкателя. И что именно, он не может сказать. И я вижу там штуку с двумя точками на дне. Сам лифтер крутится, да? Предлагаю там сам с этим разобраться. Сходите, купите магнит. Ну, спасибо, что он не чаржит, в принципе, сам не едет покупать магнит, потому что часовая работа стоит там астрономию. Заехал купить водяной танк вместо такого же мягкого водяного танка, который у меня прохудился в лодке, и вся вода вытекала в трюм. Здесь есть одно отверстие. Вот это вот. Другое нужно будет прорезать ножницами в удобном месте. Слава богу, есть два фитинга. И я буду это устанавливать как конструктор сборной. Вообще сегодня уже 15 мая. У меня куча идей, куча планов, и не знаю, какой из них выбрать. Наряду с этим я до сих пор нахожусь в Марине, и день за днем, 2 дня за 2 днями я не могу дождаться мастера. Установка, регулировка клапанов. Может быть, мне и самому следовало бы с этим разобраться, но я все-таки хочу удостовериться в том, что эта работа будет проделана профессионалами, потому что и так слишком много уже отдано на волю моей неопытной руки. Еще мне предстоит выровнять двигатель. И вообще все уже готово к запуску. Остальные вещи уже я буду делать на воде. Я сегодня вспоминаю работы прошлого сезона и вспоминаю, как работать с двухкомпонентными эпоксидными и полиэфирными смолами. Сейчас я работаю гринд-машиной. Давно забытое ощущение, когда вскрываешь некоторые повреждения на корпусе и заделываешь их заново. Ацетончиком проходимся. Там все нормально. Так, теперь пройтись там шкуркой размера 80. Все по инструкции к шпаклевке. Смысл этого в том, чтобы просто сделать поверхность чуть грубее. Еще ацетончиком. Для работы с полиэфирными эпоксидными смолами нужно заранее подготовиться. Вот у меня есть ацетон с тряпками, шпатели, миксинг, емкость для смешивания. Показываю вам, я запачкал правую руку. Этого нельзя допускать. Так, сейчас протру ацетоном. Итак, я смешиваю полиэфирная шпаклевка. Она подходит и для лодок, тоже вот здесь нарисовано, и для автомобиля, для чего угодно. Для любых работ с файбергласс, со стеклопластиком. Это шпаклевка именно. Она имеет зеленый цвет, отвердитель у нее второй компонент красный цвет. Размером с мячик для гольфа. Они тут все меряют размерами мячика для гольфа.
Баночка, диаметр дна у нее 3 дюйма. Если я положил шпаклевки высотой полдюйма, то нужно 3 дюйма твердителя насыпать. В прошлый раз так сделал, получилось слишком твердо. В общем, экспериментальным путем это смешивание и нанесение данной массы. Это что-то сродни работы скульптора. Ну, естественно, я не претендую на работу скульптора, я просто заделываю щели в стенах. Но если мы формуем широкие части корпуса, что мне дальше предстоит, это уже работа, да, такая, сродни искусству. Красный с зеленым специально хорошо, чтобы видно было, замешалось или нет. Через несколько минут она уже будет твердая и совершенно не тянущаяся. Поэтому берем шпатель и идем наносить. Вот так вот прям. Да, вот как уже художник прям на чистовую. Ну, то есть не замучивая слой. Одним движением нанес. Если одним получилось, хорошо легло, значит то, что надо. Завтра буду шкурить, красить. Магазин Publix каждый год поднимает цены на 15%. Такая традиция, такая политика компании. Publix — это как перекресток в Москве. То есть очень распространенный магазин. Встречаются такие приятные вещи, как buy one, get one for free. Типа за 5 баксов 2 каких-нибудь кекса. Пока Путин отдает китайцам наш лес за бесценок, в Америке вот такое березовая полежка весит, не знаю, может 2 килограмма, а стоит 10 баксов. Вон люди заходят, не могут зайти. Need help? Вам помочь? Да, спасите, помогите. There's Sunday, they're off. У нас воскресенье, выходной. I think you will be good right here. Вам будет хорошо здесь. Катамараны очень маневренные. У них в каждом поплавке по двигателю они могут подавать ими вперед-назад, то есть они вообще на месте разворачиваются легко. То есть это не та возня, что с яхты обычным корпусом, где есть заброс кормы и так далее. Еду в порт Майами. Я приближаюсь к Майами-Бич. Я заплатил $1 и получил 20 минут. Боже, какой тихий, мягкий, ласковый океан. Я такого океана спокойного вообще не видел в жизни. Я наша здесь. И это ностальгическое для меня место, потому что здесь, как ни странно, много соотечественников. Что-то я ностальгирую уже, что ли. Завтра страховка на эту машину уже не будет действовать. И я не хочу ее продлевать еще на месяц за $150, потому что я хочу свалить из Индиантауна на лодке. Время 10 вечера, я закупаюсь в переход. Галлон воды на человека в день. Это средний расчет расхода воды при переходе на яхте. Галлон воды включает в себя и питьевую, и для умывания, и для подмывания, и для душа, все. Ну, то есть это минималка, да? Макароны, консервы разные по $1.68, макароны по $1, бейглы вот такие вот. Это хлеб, который вечно хранится практически вот за $1.65 бейглов. То есть так вот зашел в Walmart и без напряга, в принципе, сильно не напрягаясь, купил себе еды на недельку на лодке. Ну, окей, у меня там есть еще консервы, это не все, что, конечно, я буду есть. Еще и овощи, и какие-то даже фрукты. Ну, я не буду сейчас сразу все закупать, тем более, что я еще не на воде. Сегодня 15 мая. Надеюсь, сегодня двигатель у меня уже наконец помолотит несколько часов, и я пойму, на что он способен. Проверяем уровень масла. Сухой. А куда делось-то все? Он работал всего пару минут. По инструкции все прочекано. Вода подана, топливная система, уровень масла в двигателе, уровень масла в трансмиссии, клапана установлены, все настроено, отработан двигатель, заводится. Холодный старт, немножко газку, запуск. Так, проверяю воду. Воду не сосет. Воду не подсасывает. Вот такая вот жидкость у меня на выхлопе. И вот здесь вот он обсифачил мне
поверхность вот так стала с ведром, которое случайно внизу стояло. Гарь какая-то, или что это вообще такое? Не успел я разобраться с тем, почему не поступает вода в контур охлаждения, как упали обороты, и двигатель просто бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, все. В общем, ребят, прошло 2 месяца, я потратил около $8000. На сегодняшний день двигатель у меня запускается, но вот сейчас он не сосет воду. Почему? Блин, он, сука, не сосет воду. Это же самое простое. Обычно он не сосет воду, если резинка развалилась. Но заменили резинку, все пошло-поехало. У меня все крутится, все вертится, резиночка на месте. Я сталкиваюсь с какими-то проблемами шаг за шагом. И мне кажется, что я такой, как... Ну вот, есть картинка, где 2 человека копают киркой проход в горе. И один из них почти докопался, у него осталась тоненькая стеночка до залежи золота, и он чаялся и отходит назад. А другой продолжает копать. И вот я сейчас постоянно между этими ролями пребываю, потому что, ну все, сегодня двигатель работает, все уже. Все, топливный, все сделано. В общем, ничего экстраординарного в том, что я 2 месяца провел в ремонтном дворе, нет. Здесь люди стоят, вот те вот год стоят, эти 10 месяцев стоит, эти вот тоже несколько месяцев. Тот чувак год ремонтировал свой двигатель. Я очень многое проделал за 2 месяца, но вот сегодня наконец-то так сложилось, что у меня и пришел и механик, и запчасти все пришли на место, и двигатель запустился, и двигатель работает, и он работает вроде неплохо, но сейчас вот с охлаждением не могу проблему решить. Обычно на яхте импеллер заменил, и все нормально. Вообще у меня на завтра стоит спуск на воду, я надеюсь, что все эти проблемы я порешаю, все-таки вырвусь. Бой! Ну надо же, подал таки из ведра, подал на старушку и топливо, и воду. Ну, давай, работай, родная моя, просирайся. Водичка, конечно, с нагаром, ну как бы прет и прет, нормально. Когда у меня, то есть там прокладка водяного фильтра, нужно ее заменить. Я просто сейчас без фильтра кинул напрямую из ведра воду, и вот работает. Вода-то, ё-моё. Вот вроде как немного воды здесь льется. Такая вот черная. Сейчас температура двигателя в самой горячей точке на блоке цилиндров 166 градусов Фаренгейта. Это пока еще нормально. До выше 170 уже начинает греться. 180 и выше это уже не вариант. Сейчас я пойму, установится температура или нет. Двигатель поработал минут 10. Ну, потом вода просто перестала течь. Он просто перестал засасывать воду. Поднес двигатель, палец вот сюда. И ну, просто никакого всасывания нет. Просто никакого. Сейчас проверил импеллер. Импеллер на месте, с импеллером все в порядке. Поставил его обратно, смазал его еще разок. Просто двигатель прекратил охлаждаться. Медленно перегрелся. Вот и как принимать решение в этой ситуации? Продолжать этим заниматься? Или сдаться? И покинуть свой любимый дом, уехать в неизвестность? В общем, exhaust manifold, то есть теплообменник, я продул ртом туда, засунул свой рот. Трубочки, патрубочки все нормальные. Единственное место, которое у меня вызывает вопросы, это термостат хаузинг. Через него я продуваю, так вот. Здесь вот свободно выходит через вот это вот отверстие. Но в двигателе приемное отверстие, соответствующее этому, забито намертво. Я не помню, то ли оно должно быть забито, то ли не должно быть. А в общем, если я зажму это пальцем, то ток воздуха очень малый. Вот отсюда вот еле-еле выходит здесь тонкая, там тоненький канал, который я хочу как-то прочистить. Может быть, в этом дело. Ну давай, родная, давай. Пошла. Вот это отсюда вышло. Having fun. Ну там забито, что ли, да? Куча мусора там какого-то. Ну-ка, а теперь? Гораздо лучше. О! Продувается. Вот это вот прочистить надо было, да, хорошо. Термостат я сломал. Ну, он старый, ржавый был. Я просто нажимал, и
клапан термостата сломался. Короче, я сейчас запущу без термостата, наверное. Значит, что происходит сейчас? Я выковыриваю грязь из отверстия на экзост-манифолде, отколол кусок этого самого манифолда. И теперь, когда я лью воду в вороночку, начинает течь прямо отсюда. Резинка больше не держит. Манифолд — это вся часть, которая вот длинная такая вдоль двигателя. Вот это вот все, это манифолд. И он стоит $2000. Бэушный 600. И бэушный не факт, что будет работать. Я отколол кусочек, и что теперь? Мне нужен герметик для металла или как? Замечательные люди вон с той лодки в ответ на мой плач дали мне вот это. Это металлическое, короче, какой-то герметик, который Real Hard делает. Он Great for Exhaust Systems. Господи, я сейчас буду делать что-то с этим. Просто ее размешайте пальцами. И становится твердой, как металл. Через 3-5 минут становится жесткой. Через 60 минут ее можно сверлить. Ну вот, размешал я кусочек этой штуки. Стабильная температура, стабильная. 160 Фаренгейта. Короче, в итоге удалось стабилизировать работу системы охлаждения. Сейчас помолотил полчаса, температура стабилизировалась. Самая высокая температура на блоке цилиндров 193 Фаренгейта, что немножко выше, чем считается нормальным. Это около 90 градусов Цельсия, но выше не поднималась. А в остальных местах температура ниже. Фу, так вот, хороший день. Тут в Форт Лодердейле какой-то коуч типа Тони Роббинса, ну более локальный, рекламирует свой семинар, как побеждать, как типа там добиваться успеха, такой весь. И он говорит: the key to success is action. Как копнешь, так и найдешь. Мне надо действовать. Я позвоню туда, где я заказал свои кольца. Напоминаю, у меня фильтр для воды забортный перед двигателем, который охлаждение вода, он сломался, вот эта прокладка, и я ноги себе стер, выискивая эту прокладку. По соседям пошел, сосед порекомендовал сайт, на котором я заказал такую штуку. Только там надо несколько дней, говорят, подождать. Позвонил туда, узнал, как заказать экспресс-доставку. И вот нажал, и, короче, завтра мне ее привезут. В субботу, говорят, она приедет, и это я узнал, просто позвонив. You have to act. You gotta succeed. Встать пораньше, да шагнуть подальше. Завтра мне привезут прокладку этого фильтра. Это офигенно. Это офигенно. Получается, что я на воду в понедельник иду. Иду на воду в понедельник. Ребятки, завтра спуск на воду. Завтра в 11 утра спуск на воду. Все, короче, убрать перископ. Задраить Кингстоны. Now you spur my advances like some beggar on fire. Say you're not taking chances on a fool and a lie. And you think this fog will conceal you, but I feel